Друзья, еще раз напомню, что сегодня вечером открываемся. Персональная выставка в Москве, метро Бауманская, Елоховский проезд, дом 3, строение 1, первый этаж. Открытие в 18 часов. С нетерпением жду вас в гости. Приезжайте. Буду только на открытии, потом уеду работать на пленэр. Надежда Долматова. Люблю наблюдать за пленэрами. Они всегда интересны, но гляжу на этот, и мне холодно. Лично я буду ждать тепла. Благо, немного осталось, всего месяц, спасибо вам. Вы знаете, Надежда, да я тоже люблю по теплу. Кошка тоже любит на батарее сидеть. Но на мороз выходит ненадолго. Поэтому пленэр тоже интересен, потому что ненадолго можно выскочить, на 3 дня там поработать, или на день хотя бы. Ну, около дома, в конце концов, выйти, поработать и в баньку, конечно. Зимние пейзажи для художника очень интересны, потому что появляется дополнительный цвет, снега, который контрастирует с небом или чуть-чуть дополняет его. В любом случае они разные. По тону и по цвету. Зимой совершенно другие композиции. И отношения друг к другу тональные, очень тонкие, и цветовые тоже. Это надо полюбить. А чтобы полюбить, надо попробовать. Я очень люблю писать зимние пейзажи. Надо просто потеплее одеться, не проблема. Сергей Пывтурак. Удивительно, сколько голодных людей ходит на выставки. Слава, я уж поклонник, спасибо. Но с учениками в наше время тяжело. Может, потому и посетители только и жрут. Эта проблема не такая серьезная. Я помню, в ЦДХ очень много было выставок, на которые приходили завсегдатые. Они приходили, там же все время происходит открытие. Они вычисляли, где открытие, и приходили поужинать. Их прям видно было. Многие даже утаскивают, а если спиртное раздают, они прям бутылки куда-то там в карманы. Что делать? Это открытие. Кто приходит картины посмотреть, а кто просто подкрепиться. Но обычно на открытиях фуршет — это не обеды, это просто там стаканчик вина и какая-то что-то там положить в ротик, закусить. Это не полноценный обед в ресторане. Это просто какая-то дань уважения к тому, кто нашел время и пришел на выставку. Небольшое угощение. Тичер Светлана. Вячеслав, скажите, какие фразы защитницы вы используете, когда ваше творчество обесценивают и нападают недоброжелатели? Да нет никаких, Светлана, фраз. Люди приходят разные. Я просто отдаю отчет тому, что мы живем в мире разных по уровню осознанности людей. Я на них не могу обижаться, как не обижаюсь на лающую собаку. Ее природа просто, она охраняет свою территорию. Нельзя же сказать, что заяц – это хорошо, а волк, пожирающий, гоняющийся за зайцем – это плохо. В природе есть баланс, так и здесь. Всем невозможно понравиться, но есть люди, которые вибрируют на той же частоте, на которой ты, на которой вы работаете. У каждого своя частота вибрации, так называемой, и кто-то резонирует. Если вы искренне, обязательно найдется тот, кому это понравится, кто на этой же частоте понимает, что вы хотите сказать, и у него откликается, отклик есть. А как можно обижаться на человека, который говорит «дурак» или там плюет? Тьфу. Он просто из другого мира. Наши орбиты никак не пересекаются. Обижаться на него нельзя. У него своя задача у волка. Он бегает, грызет. Он голодный будет, если он не скушает какое-нибудь маленькое животное. Для недоброжелателей пища, если мы реагируем на их всякие нападки. В нашу палату тоже захаживают, да и некоторые находятся, которые не очень-то. И если мы им отвечаем, они этим питаются и еще больше начинают нападать. Федот Федотович,
Писать пейзаж с фото – это как заниматься любовью с резиновой женщиной. Вроде похоже, но не то. Ну, это, конечно, реплика знатока. Я не пробовал с резиновой женщиной заниматься с любовью. Кстати, а может быть, вдруг кому-то это нравится больше, хлопот меньше? Вы занимались чем-то там, трением каким-то, и все? Никаких предварительных, понимаете, разговоров, подготовок. Может, кому-то Федот Федотович это действительно по нраву. Писать с фотографией, я имел в виду. Сидишь себе, никуда ехать не надо, цветы не надо дарить. Даже на мороз не надо выходить. Поставил фотографию и раз позанимался любовью с холстом. И отставил кисточки. До завтра. А художник ведь, ну, как и писатель, он работает, он не публичный в этом смысле, как музыкант у него на сцене все происходит. А этот сидит за холстиком, творит себе, занимается любовью с холстом, тюкает и тюкает в тишине. А, кстати, очень многие используют фотографии. Но надо с умом их использовать. Не срисовывать то, что ты там видишь. Ты пишешь из себя, изнутри. Фотография в этом смысле может быть подспорьем. Фешин писал часто, используя фотографии. Используя. Но на картине-то живопись. Он же не срисовывает буквально то, что видит. Там тенюшечки или нет. Кстати, тогда же были черно-белые. И вот на этой работе, она большая довольно-таки, в Казани висит. Ну, 1,5 метра, наверное, в ширину только. И в высоту, наверное, 2. Женя Алхинди. А насчет бани можно в мужскую, например, напроситься. Ну, это можно, если с девушками не получится. Но у меня мужские фигуры в этом смысле не очень симпатичны. Ну, для картины, да. Женская фигура, как, ну, я же мужчина, мне интересно на противоположности все поставить, на контрасте. И красота женского тела – это какой-то особый мир. Я считаю, что нет ничего в мире прекраснее женщины. И у меня какое-то особое просто почтение и восторг, поэтому я много рисую женские образы. Но я пока не дорос, видимо, для того, чтобы писать мужчин в бане, композицию какую-то строить, как они там, шаечки, венички. А женские образы очень дорос. Я понял, как надо сделать. Вы выполните задание мое, а я ваше. Я схожу в мужскую баню, поснимаю там, а вы в женскую пофоткаете, по видео мне интересно. Но это очень сложно сделать. А потом мы обменяемся. Инна Кирюшина, как вы относитесь к живописи с юмором? Меня почему-то туда утягивает, как воронка, да? Может, время такое? Ну да, время. А помните, как у Фридриха Ницше есть такая фраза: «Смех – это последний бастион раба». То есть, когда уже все, безвыходная ситуация, только смеяться остается. Юмор стареет, и очень сложно в этой теме что-то найти. Я даже не припомню, чтобы меня очень тронуло что-то такое. Но я 2 руками за юмор, за типажи в работе, поэтому люблю рисовать шаржи, к чему вас призываю. Это очень хорошее дело рисовать шаржи, потому что ты начинаешь, приучаешься рисовать и видеть обостренно. Немного так утрировать персонажи, они начинают говорить другим языком на картине, если они такие собранные, яркие. Я человек веселый, поэтому, конечно, за юмор, естественно. Я напомню, что в честь Дня Святого Валентина и моей выставки минус 20% скидка на все мои видеоуроки в онлайн-школе. Заходите для примера анонса. Друзья, я выпустил 21 урок «Тепло вечерних огней». Эта работа была написана в Гурзуфе вечером, довольно-таки глубоким вечером. Ну что ж, друзья, вечернее состояние довольно глубокое, и тем не менее мы находим различия между
всеми составными. Ну, сколько этих составных? Ну, давайте накидаем, значит, быстро композицию. У нас будет гора, да, одна составная, небо. Вот есть разница между состоянием, когда вечереет, когда еще небо уходит в ночное, да, потихоньку, в вечернее. А есть глубокий вечер, когда уже небо довольно-таки темное, и передние планы и огни высвечивают какие-то постройки, в данном случае там виноград, есть домик, есть фонари, которые на ближнем плане, на дальнем плане, море, гора, небо. И все это нужно уложить, работать пятнами и писать быстро, потому что состояние моментально уходит, и хочется застать, чтобы небо не было еще прям уж таким черным, а вот еще промежуточное состояние, но глубокое, уже близкое к вечеру, да, такое вечернее совсем. Интереснейшая задача писать, естественно, нужно такие вещи с натуры, с фонариком на лбу или прицеплять его. У меня есть специальная такая штанга для зонтика, и я на нее вешаю фонарик. Либо на лоб. Но на лоб все-таки есть такая засветка, потому что отсвечивает, ну, фонарь светит на картину, и прямо лучше, когда свет сбоку. Это вечернее состояние, значит, записан урок, он длится всего там 24-25 минут, быстро, но за это время можно окучить такой огородик 30 на 40 сантиметров. Лучше писать такие вещи, конечно, поменьше формат, чтобы успевать, может быть, несколько их в разное вечернее состояние, успевать несколько сделать и уловить вот эти вот нюансы природы, нюансы цвета, неба меняющегося. Все меняется очень быстро, очень интересно писать. Вечернее — это моя любимая тема. Так что я рекомендую посмотреть этот урок и посмотрите, как это все делается. Нужно писать точно, потому что вот безошибочно, что называется, потому что исправлять некогда. И все нужно разбить на некие составные. Я показываю и рассказываю в уроке, как это все происходит. Ну и жду от вас подобные мотивы на эту тему. Так что присылайте на видеоразбор, и будем двигаться дальше. Я еще обязательно сделаю урок на вечернее состояние, вот начало вечернего состояния, очень тонкое, нежное, да? Это будет тоже интересно. Ну вот давайте начнем знакомиться с вечерними темами. Я хочу заразить вас этой идеей писать с фонариком вечером. Присоединяйтесь к моей школе, если вы еще не смотрите уроки, и жду от вас шедевров.